Добрый день, дамы и господа. Кадры, снятые на длинной выдержке, умиляют и завораживают. Складывается такое ощущение, что мы попали в виртуальную реальность. И если съемка ночью на длинной выдержке дело не хитрое, главное иметь штатив, а практика подскажет, какую длину выдержки подбирать для разных условий, то днем на длинной выдержке получить вот такие вот сказочные кадры или создавать необычные портреты, как, например, фотограф Билл Ведман, дело весьма затруднительное, так как камера днем просто не способна снимать на длинной выдержке, и кадры попросту получаются засвеченными. И сегодня мы с вами разберем техническую часть, как днем снимать на длительных выдержках. Но перед этим важная информация для тех, кто впервые на нашем канале. Если ты еще не подписался на мой канал, то сейчас самое время это сделать. Поэтому нажимай на колокольчик, переходи в группу ВК или в Инстаграм и забирай в подарок 2 набора пресетов. И обращаю твое внимание, что все видео на канале разложены по тематическим плейлистам. Переходи на главную страницу, нажимай раздел «Плейлисты» и выбирай нужную тебе тему или курс по обработке фотографий. Ну а если ты хочешь сразу из новичка перейти в статус опытного ретушера, то в обмен на небольшой донат ты можешь получить от меня пресеты уровня Pro и дополнительные материалы. С описанием пресетов Pro и примерами обработки ты можешь ознакомиться в группе ВК или в моем Инстаграм. Также подписывайся на мой Телеграм-канал, там новости, анонсы, помощь в установке программы приложений по обработке фотографий, а также есть чат, в котором можно поболтать абсолютно на любые темы. В группе ВК ты можешь размещать свои фотографии и оценивать фотографии других форумчан. А на канале Яндекс.Дзен видео выходят немного раньше, чем на YouTube. Учти это, если любишь быть первым. Все ссылки на паблики находятся в описании к этому видео. Добро пожаловать во вселенную Art Photo Life и красивых тебе фотографий. Нейтральный серый фильтр Neutral Density снижает количество света, попадающего на матрицу камеры, позволяя сделать более длительную выдержку, чем возможности фотоаппарата в данных условиях. И если ночью малое количество света помогает нам выставить выдержку необходимой нам длины, снимая шлейфы от света или динамику звездного неба, то днем при ярком освещении, даже если мы выкрутили диафрагму до минимального отверстия, например f22, поставили при этом ISO на минимальное значение 100 или даже 50, если это позволяет ваша камера, то максимум, что вы сможете получить, это выдержку в несколько секунд. Но красивые кадры, которые вы встречаете чаще всего и которые цепляют внимание, сделаны на выдержке 10, 15 секунд, 30 секунд, даже на 1 минуте и дольше. И чтобы получить такое значение, как раз и нужен ND-фильтр, который помогает уменьшить количество света, попадающих на матрицу, тем самым позволяет нам сделать более длительную выдержку днем при ярком освещении. При помощи ND-фильтра можно создать вязкую, плавную, как зеркальная гладь, поверхность воды, волны прибоя превратить в туманную текстуру, размыть динамичные брызги водопада, превратив его в сказочный вязкий поток воды, а плывущим по небу облакам можно придать динамики, показав их движение. В городе также можно получать интересные размытые эффекты от движущихся объектов. ND-фильтры есть не только для фотоаппаратов, они также существуют и для телефонов, и для экшн-камер. Все нейтральные фильтры можно разделить на несколько категорий по типу их установки, по уровню плотности и по принципу постоянства, либо возможности изменить плотность на самом фильтре. Понятно, что для телефонов это, как правило, прищепка, на экшн-камеры и квадрокоптеры существуют свои конструктивные решения крепления фильтра для каждой модели устройства. Подробнее остановимся на фильтрах для фотоаппаратов. Есть фильтры, которые устанавливаются в специальные адаптеры, установленные между тушкой камеры и объективом. Второй тип самый распространенный – это фильтр, который накручивается на переднюю часть объектива и подбирается по диаметру, указанному на объективе. Такие фильтры, как и первый, могут быть постоянной плотности и переменной с возможностью регулировки.
Фильтры постоянной плотности, как правило, обозначаются производителем как ND2, ND4, ND8 и так далее. И как вы понимаете, в каждом случае это будет отдельный фильтр. Сверху таблицы вы видите усредненное значение выдержки при ярком дневном освещении, которые выдает камера без использования фильтра, а ниже значения, которые можно получить, используя нейтральный серый фильтр. Так, например, при определенных условиях освещенности на камере я могу поставить самую минимальную выдержку 15 секунд, а при использовании ND-фильтра, в тех же самых условиях, я выдержку смогу поставить на один стоп ниже, в 2 раза длиннее, получив 30 секунд, сохранив при этом правильную экспозицию. Это когда указатель стоит строго по центру. И так далее. По этой таблице можно определить фильтр какой плотности, насколько увеличивает возможности вашей камеры по времени выдержки. Фильтры же переменной плотности дают вам возможность изменять плотность на самом фильтре, просто покрутив кольцо фильтра и установив нужный параметр. Существуют фильтры, которые можно использовать на любом объективе. Они устанавливаются на платформу, которая крепится к вашему объективу через специальную муфту с нужной резьбой. Это решение универсальное, но у него тоже есть огромнейший недостаток. Громоздкая неудобная конструкция, установка и съемка, которые требуют дополнительного времени, которого зачастую не хватает при съемке. Пример из практики. Снимая на Шри-Ланке водопады, я на тот момент имел 3 фильтра постоянной плотности – ND2, ND4 и ND8. И даже накрутив их все 3 друг на друга, да, так тоже можно, как оказалось, я все равно не смог добиться такой длительной выдержки, чтобы получить размытую сказочную воду, падающую с водопадов. На данный момент времени у меня один фильтр постоянной плотности 1000. Это 10 стопов, и он меня полностью удовлетворяет. Но вам бы я посоветовал взять ND-шку с изменяемой плотностью бюджетного варианта, для того, чтобы попробовать, поэкспериментировать и понять вообще, подходит такой тип съемки для вас или нет. А если такие картинки вам зайдут, то вы и поймете, какой фильтр вам необходим, и вы можете подобрать себе стекляшку подороже из каких-нибудь брендовых вариантов. И теперь, друзья, мы подошли к самому интересному, к настройкам. И чаще всего в светлое время суток я использую выдержку от 10 секунд до 1 минуты. Вот мои настройки для съемки водопадов, воды, волн. Это режим ручной, который обозначается буквой М. Выдержка от 10 до 30 секунд. В этом режиме камера длиннее выдержку сделать просто не даст. Диафрагму, как правило, я ставлю от F8 до F11. Сильно зажатая диафрагма, начиная примерно с 14, сильно снижает детализацию. И, как правило, ниже F11 я в числовом выражении не опускаюсь. А дальше при помощи ISO подбираю правильную экспозицию. Это когда указатель на шкале экспозиции стоит строго по центру. Если вы хотите выдержку получить длиннее 30 секунд, для того, чтобы получить более размытую воду, облака или запечатлеть динамику звездного неба, вам понадобится перейти в режим ручной выдержки Bulb, обозначенный буквой B, но для съемки вам понадобится тросик или пульт, так как в этом режиме свет на матрицу будет идти ровно столько времени, сколько вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора. И чтобы не было шевеленки, вам понадобится неконтактное управление камерой. И не забывайте, друзья, что эта маленькая штучка работает только в тандеме со штативом. И экспериментируйте с выдержкой, подбирайте настройки таким образом, чтобы результат вас полностью удовлетворил. Дамы и господа, на этом, в общем-то, и все. Я вам рассказал основные особенности использования и выбора ND-фильтра, а нужен вам он или нет, это решать, конечно же, вам. Для меня это обязательный атрибут в моем фоторюкзаке, куда бы я ни поехал. А на этом, друзья, все. Что-нибудь нажмите, что-нибудь напишите. С вами, как всегда, был Серджо. Красивых вам фотографий. Всем пока и до новых встреч.